Временная потеря сознания, которая развивается как реакция на недостаточное поступление крови к головному мозгу, это обморок. Как же его избежать и как оказать первую помощь? Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! Обморок – приступ кратковременной потери сознания в результате нарушения кровоснабжения головного мозга. Главным фактором, предшествующим обмороку, является снижение артериального давления, при котором нужным образом не обеспечивается снабжение кровью головной мозг. Обморок может являться как признаком какого-либо заболевания, так и реакцией организма на неблагоприятные факторы. Существует очень много причин, вызывающих снижение притока крови к мозгу. Если поступление кислорода в мозг снижается до критичной точки, он принимает решение о временном отключении тела, чтобы защитить себя от повреждения. Как только человек падает или занимает горизонтальное положение, это чаще всего приводит к улучшению поступления крови к мозгу, а значит и к улучшению поступления кислорода. Подобное состояние может возникать абсолютно у любого человека – в душном и тесном помещении, в толпе, где много людей, если человек устал или долго не спал, если он сильно угнетен чем-то, если он вынужден долгое время стоять на ногах. Чаще всего обмороки возникают у подростков и молодых людей и не несут существенной угрозы их здоровью. Выделяют три основных периода обморочного состояния – предобморочное состояние, сам обморок и состояние после обморока. Как же узнать предобморочное состояние? Оно обычно характеризуется следующими признаками: тошнота, слабость, головокружение, головная боль, боль или неприятные ощущения в грудной клетке, боли в животе, ощущение остановки, замирания сердца, чувство нехватки воздуха, звон в ушах, потемнение перед глазами, бледность кожных покровов, потливость. Подобное состояние по времени продолжается, как правило, недолго, всего от нескольких секунд до нескольких минут. Чаще всего обмороки начинаются в стоячем положении. Иногда долгое стояние в душном помещении может спровоцировать обморок. Непосредственно во время обморока происходит следующее. Сознание отсутствует по времени от 5 до 20 секунд, а редко более длительно. Внешне человек бледен, мышцы расслаблены, зрачки расширены, дыхание поверхностное. В некоторых случаях могут быть даже судороги. При этом пульс довольно слабый, может даже не прощупываться. Окружающим может показаться, что человек, находящийся в обмороке, практически не дышит. После приступа сознание больного быстро восстанавливается. Однако могут сохраняться головная боль, головокружение, спутанность сознания, неприятные ощущения в грудной клетке, затруднение дыхания, учащенное сердцебиение, общая слабость. Период восстановления сознания и ориентации проходит в течение нескольких секунд. А теперь, что касается первой помощи при обмороке. Если вы стали его свидетелем, не стойте сложа руки. В первую очередь уложите человека, который находится без сознания, на спину. При этом приподнимите его ноги. Таким образом, вы обеспечите максимальный приток крови к его головному мозгу. Следующим делом поверните его голову на бок, во избежание западания языка. Не стоит усаживать больного. Положение сидя крайне нежелательно. Такая поза никак не способствует притоку крови к мозгу, а это главное при обморочных состояниях. Но если человека совсем некуда уложить, то нужно хотя бы посадить его, создать опору для спины и опустить голову ниже колен. Важно обеспечить поступление свежего воздуха. Обычно после этого человек приходит в себя, но если этого не случилось, то надо переходить к реанимационным мероприятиям. В данном случае самым простым реанимационным мероприятием будет подать мозгу какой-то заметный сигнал из внешнего мира. Например, побрызгать на лицо холодной водой, легонько похлопать по щекам, можно пощелкать слегка по кончику носа. А раньше часто давали понюхать нашатырный спирт, чей резкий запах является сильным раздражителем. Но применение нашатыря чревато проблемами с остановкой дыхания, поэтому в последнее время его не рекомендуют. В случае, если человек не приходит в сознание более 10 минут, как можно быстрее вызовите скорую помощь.
Чаще всего для помощи человеку в обмороке достаточно бывает его положить и обеспечить доступ свежего воздуха. После того, как человек придет в себя, нельзя разрешать ему резко вставать, это может привести к снижению кровоснабжения мозга и повторному обмороку. Лучше немного посидеть с ним, поговорить, проконтролировать состояние человека. Если он так и ощущает слабость, стоит вызвать врачей, так как длительная гипоксия очень опасна для мозга. Впоследствии настоятельно рекомендую пройти медицинское обследование для того, чтобы установить причину обморока. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!